У тебя возникали мысли о том, что нужно уезжать? Да. В первое время, когда все поехали с первой волной эмиграции, я подумала, блин, ну, я знаю за собой такой, типа, рефлекс. Все поехали, а я-то чё? Потом я успокоилась и подумала, нет. А потом, ты знаешь, я не могу вспомнить, что произошло. Это было 2 недели назад. Господи, что произошло? Вот этот дьявольский митинг 18 марта, когда собрались путинские поклонники. Я была на работе, и ну как бы, блядь, очевидно, что я забыла про эту дату. Ну, очевидно. То есть, наверное, как достойный человек, я должна помнить эту дату как трагическую, но уж точно не как праздник. В общем, мы поехали на съемки, а я вижу в новостях, что стягиваются там люди, и вижу у своей сокурсницы по учебе, что она там. И я думаю, бля, я тоже должна это снимать. Короче, я быстро заканчиваю работу, сажусь в метро на Кольцевую. Еду туда, понимаю, что там закрыто на выход, понимаю, что я туда не выйду, потому что там тьма народу. И я, значит, ее проезжаю. Маша, это ад. Это гигантское количество людей, флаги. И вот эти люди заходят в вагон, уже митинг закончился, пахнет перегаром диким. Они, блядь, кто с горой пледов красно-белых синих. Им, видимо, раздавали. То есть они просто напиздили этих пледов. Кто-то, баба села рядом со мной и такая, какой день хороший, я даже не ожидала. И гречки поели, и музыку послушали. Все, блядь, с лентами с этими. Я доехала до Стрешнего, выхожу, короче, к дверям, и там баба пьяная. У нее, короче, вот на щеке флаг нарисован российский, на плече Z приклеено, а на груди на куртке НАСА. Я смотрю, и только это меня развеселило. И я засмеялась в голос. И вот тут я поняла, что у меня истерика. Я до этого ехала морщась, у меня еще сел телефон, я думала, может, хотя бы музыку включить, чтобы не слышать обсуждений. Я вышла, и меня расхлестало. Я так плакала, я просто не могла остановиться. Я рыдала, просто рыдала. Я позвонила подруге, она пришла ко мне туда, мы выпили вина, и я тогда поняла, что я хочу уехать. Вот я помню, что вот этот весь день и все предшествующее привело к тому, что я не хочу иметь ничего общего с этими людьми. Я не хочу быть к ним как-то причастна. Вот этот день– это вообще один из адейших дней. Я такого не видела. То есть я думала, что эти люди, их привозят на автобусах насильно, но нихуя. 15% привезли. Но остальные пришли туда с удовольствием. И вот это ад. Это мне открыло глаза на то, что, но на то, что мы все. Россия кончилась для меня. Вопрос. Почему ты все-таки осталась? Ну, как я недавно сказала друзьям, кто будет это все снимать? Все уехали. Ты знаешь, я не понимаю, зачем я остаюсь. И понимаю одновременно. Я, во-первых, ну что даст мне мой отъезд? Ну то есть, что и кому я докажу? Я пытаюсь спастись от коллективной вины, но я ее чувствую. С событиями в Буче я чувствую ее на максималках. Я не вижу, что я могу сделать что-то за границей. То есть я никогда в принципе не хотела уезжать из России навсегда. Я помню, что когда я была в юности во Франции всего лишь 40 дней, я в какой-то момент чуть не сошла с ума. Там не было связи еще, там интернетов, я не знала, что происходит с моими родными, и я чуть с ума не сошла. Я так это запомнила, что я на всю жизнь закрепила себе, что эмиграция– это не кайфушки. Я не могу представить себе, что я не знаю, что здесь происходит с моими родными. Я не чувствую в себе моральных сил, чтобы предстать перед другими людьми и что-то доказывать. Я чувствую себя сопричастной. Ты знаешь, вот я сейчас убиралась и думала, ведь я всегда хотела быть... Короче, в детстве, когда люди мечтают, кем они хотят быть, я мечтала, что получу Нобелевскую премию мира. Вот прям с детства. Я обожала мать Терезу и думала, какая кайфовая тетка. Ходит в этом платочке, такая веселенькая, всем помогает. Мне нравились революционеры. И я хорошо помню, что даже вот в 15 лет мы сидим на кухне, пьем водку. В 15 лет. Ну, потому что я уже была студенткой, училась в колледже, и типа круто.
Вот. Ужасно не умели пить водку, но я помню, что мы ее пили, и я сидела тогда за столом и говорила: ненавижу книги о патриотическом воспитании, ненавижу книги о подвигах маленьких героев. Я тогда уже это ненавидела, потому что это воспитывает в нас желание проявить себя таким образом. Я считаю, что это самый простой способ. То, что ты во время войны себя проявляешь, то есть если ты ждешь войну, чтобы себя проявить, вот именно ждешь войну, чтобы себя проявить, это значит, что тебя не затачивают под то, что ты можешь себя проявить иначе. Что не надо ждать кровавого месива, чтобы что-то там сделать. Я помню, я говорила, что надо читать «Красный смех» в школах вместо вот этого. Надо вот такое читать, чтобы ты блевал от событий, чтобы ты понимал, что это не героизм, это катастрофа и ужас, это кровавая баня. И вот я сегодня пылесошу и думаю, какого хуя и как так получилось, Маша, что я, человек, который никогда не думал ни о чем таком, который всегда был пацифистом и верил, что можно договориться, верил в добро, я теперь убийца. Как так получилось? Как мне с этим жить? Я не понимаю. Я теперь в глазах всего мира убийца. Я конкретно тоже. Что мне делать в эмиграции? Надо что-то делать здесь. Уезжают, мне кажется, это, во-первых, привилегия, во-вторых, надо иметь силы, в-третьих, это те, кто боится, кто уже многое сделал, и я против того, чтобы лезть сейчас на баррикаду, чтобы просто отсидеть, пережить кучу насилия, и ничего не изменится. У нас нет никакого здесь лидера, за которым пойдет народ. По-моему, очевидно, что народ сам по себе не собирается. Здесь странно сейчас. Ты ощущаешь себя убийцей, потому что ты ничего не делаешь. Что делать, ты не понимаешь. Ну типа, ну что мне сейчас, бежать на Красную площадь? Чтобы что? Ну вот надо говорить, значит, через то, что ты умеешь, фотографию, видео. Только через это. Надо фиксировать. Ну не знаю, будет умирать страна, буду фиксировать. Потом сама помру, кто-нибудь найдет архивы и такой, типа, вон оно что было. Я не знаю, что я буду делать там, за границей. Мне кажется, что там меня меньше услышат, чем я останусь здесь. Все, что я говорю сейчас, это конкретно говорю про себя. Я имею в виду, что я не хочу никакого обобщения, я говорю только конкретно свои мысли и конкретно про себя. Я понимаю людей, которые уехали, находят в себе силы там делать что-то, а кто-то хочет просто отрешиться и жить. Знаешь, мне каждый день больно, что моя жизнь разрушена. Я хочу жить, как мы жили. Я хочу путешествовать, дождаться окончания ковида, ездить по миру, участвовать в конкурсах, делать фотографии про людей, делать фотографии про Россию. А теперь я с каждым днем понимаю, что мы погружаемся куда-то в такой мрак, что я даже не отдаю себе отчет, что будет дальше. То есть я не мыслю ни на день вперед. Вот ни на день. У меня есть план, но он такой, ну как бы, я не воспринимаю его всерьез. Ну, у меня расписана работа. Ну как, говоря работа, я имею в виду свои личные проекты, чуть-чуть там чего-то, там чего-то. То есть я очень скоро здесь буду за чертой бедности. Я это хорошо осознаю, понимаю, думаю, где бы мне жить. Я не знаю, сможем ли мы тут оплачивать жилье, если вдруг кино перестанут снимать. Мы как будто доживаем, знаешь, еще по инерции доживаем хорошее время. Я слежу за всеми, кто уехал, что они пишут. Я испытываю много злости часто. Бешусь, когда непроверенные факты вижу. Честно скажу, меня выносит сразу. Мне вначале казалось, когда вы все уехали, что вы сейчас должны кричать, что мы тут есть, но потом поняла, что как бы, во-первых, схуяли, во-вторых, у вас там своих куча проблем, и, в общем, все такое. Но если я вижу что-то поддерживающее русофобию, я прихожу в ужас. Мне кажется, если быть честными, то наша связь с теми, кто уехал, может развалиться через какое-то время.
Все-таки я думаю, что когда ты отходишь от ситуации, ну или перестаешь, может быть, себя с ней связывать, то, может, и к нам возникнут у вас чувства негативные. Почему мы, правда, тут ничего не делаем? Написал же красильщик свою хуевую статью. Скотина, блядь. Я была... Ну, вообще, я не злой человек, но я испытываю столько злости каждый день. И меня особенно напрягает, когда я испытываю эту злость к людям, с которыми мне казалось мы на одной стороне, типа в одной лодке. Я думаю, в смысле, блядь? Но ты знаешь, после фотографии Бучи, я думаю, да, я больше не имею права на высказывание, что мы не провалились. До этого я могла говорить: ребята, да мы что-то пробовали, да мы сражались, мы ходили на эти митинги, да-да-да, бла-бла-бла. А сейчас ты такой: ну, а что ты можешь сказать? Это провал. Я вот впервые думаю, что мы все в этом виноваты. Мне бы хотелось эмигрировать на пару дней, просто почувствовать. Ну, типа почувствовать начальную эйфорию. Но вот я смотрю по многим, все-таки в начале есть что-то такое. Можешь написать «война», флаг растянуть, не знаю, футболку с Путиным разрезать на себе. Я не знаю, там, поорать. Мне бы хотелось на митинг сходить за Украину и почувствовать это единение. Здесь я его чувствую только тогда, когда собираются деньги на того, кто выходит после суда. И на кухнях. Мы недавно с подругой разговаривали, а мы сейчас с ней читаем все про ГУЛАГ, и потом поняли, что мы читаем себе, во-первых, памятку, а во-вторых, как ни парадоксально, вот как интервью Гордеевой, они ужасны, но они поддерживают. Потому что ты видишь, что люди как-то продолжают жить. И ты такой: и я смогу. Но я вот думаю, как вот это вот все закончится, и Путина, ну, это в Гаагу или куда там, да, в трибунал. Потом его, значит, повесят, все сядут. Я вот думаю, интересно, а как вот нас-то всех судить будут? Вот надо про немцев почитать, как они потом выживали. Главное, не говорить, что ты не видел. Не быть тем человеком, который жил в городе рядом с крематорием, рядом с лагерем смерти, и на вопрос, как же вы не видели, что дым оттуда валит, ответил: я смотрел в другую сторону. Главное, вот не смотреть в другую сторону. Смотри уже до конца. Иди и смотри.